Дюфалак – дезинтоксикационное, стимулирующее перистальтику кишечника, слабительное средство. Показания. Применяется при запоре. Регуляция физиологического ритма опорожнения толстой кишки. Применяется для размягчения стула в медицинских целях. При геморрое. Состояние после операций на толстой кишке и в области анального отверстия. При печеночной энцефалопатии у взрослых. Лечение профилактика печеночной комы или при комы. Способ применения и дозы. Препарат предназначен для приема внутрь. Раствор лактулозы можно принимать как в разведенном, так и в неразведенном виде. Необходимо сразу проглотить принятую однократную дозу, не задерживая во рту. Все дозы должны подбираться индивидуально. В случае назначения однократной суточной дозы ее необходимо принимать в одно и то же время, например, во время завтрака. Во время терапии слабительными средствами рекомендуется принимать достаточное количество жидкости – 1,5–2 литра, что равно 6–8 стаканам в день. Для точного дозирования препарата во флаконах следует использовать прилагаемый мерный стаканчик. При применении препарата в пакетиках необходимо оторвать уголок пакетика и сразу принять содержимое. Дозировка при лечении запора или для размягчения стула в медицинских целях. Суточную дозу лактулозы можно принимать однократно, либо разделив ее на две, используя мерный стаканчик. Через несколько дней начальная доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы, в зависимости от реакции на прием препарата. Терапевтический эффект может проявиться через 2–3 дня после начала приема препарата. Взрослые и подростки. Начальная суточная доза 15–45 мл, 1–3 пакетика. Поддерживающая суточная доза 15–30 мл, 1–2 пакетика. Дети от 7 до 14 лет. Начальная суточная доза 15 мл, 1 пакетик. Поддерживающая суточная доза 10–15 мл, 1 пакетик. Дети от 1 до 6 лет. Начальная суточная доза 5–10 мл. Поддерживающая суточная доза 5–10 мл. Дети до 1 года. Начальная суточная доза до 5 мл. Поддерживающая суточная доза до 5 мл. Если поддерживающая суточная доза меньше 15 мл, а также для точного дозирования у детей в возрасте до 7 лет, рекомендуется принимать препарат во флаконах. Дозировка при лечении печеночной энцефалопатии, взрослой. Начальная доза 3–4 раза в сутки, по 30–45 мл. Затем переходит на индивидуально подобранную поддерживающую дозу, так, чтобы мягкий стул был максимально 2–3 раза в сутки. Безопасность и эффективность применения препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет при печеночной энцефалопатии не установлена в связи с отсутствием данных. У пациентов пожилого возраста и пациентов с почечной или печеночной недостаточностью нет специальных рекомендаций по дозированию, так как системное действие лактулозы незначительно. Противопоказания. Галактоземия, непроходимость, перфорация или риск перфорации желудочно-кишечного тракта, повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная малеабсорбция. Применение при беременности и кормлении грудью можно назначать во время беременности и в период грудного вскармливания. Особые указания. Необходимо учитывать, что дюфалак может содержать незначительное количество связанных сахаров. При приеме доз, рекомендуемых для лечения запора, содержание сахара не должно представлять проблемы для пациентов с сахарным диабетом. При лечении печеночной энцефалопатии обычно назначают более высокие дозы препарата, и содержание в нем сахара должно учитываться в отношении пациентов с сахарным диабетом. Побочные действия. Со стороны желудочно-кишечного тракта возможно диарея, метеоризм, боль в области живота, тошнота, рвота. Условия хранения и срок годности. Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года.